Привет! Сегодня мы готовим очередное традиционное азербайджанское блюдо, которое называется лявянги, и оно очень популярно, особенно в южных регионах Азербайджана. По сути дела, это курица или рыба со специальной начинкой. Специальная начинка состоит из 3 компонентов. Это орехи, лук и сушеная кислая слива. Но не у всех под рукой бывает такая кислая слива, которая в сушеном виде в Азербайджане называется албухара. Здесь, в Испании, мы нашли аналог этой сливы, сорт Клаудия, высушили и сделали такую домашнюю албухару. Но если у вас нет такой сливы, то выход очень простой. Можно взять любую сливу сушеную, в том числе чернослив, добавить побольше лимонного сока, и вы достигаете того результата, который надо, потому что начинка должна иметь именно кисло-сладкий вкус. Блюдо очень простое в приготовлении, очень вкусное, и мы настоятельно вам рекомендуем досмотреть видео до конца и уверены, что вы еще не раз повторите за нами этот рецепт у себя дома. Ну что, поехали? Поехали. Сначала нам надо подготовить цыплят. Отрезаем у крылышек 3-ю фалангу и бугорок с гуски, который имеет даже научное название – копчиковая железа. Приготовим маринад. Берем чайную ложку соли, чайную ложку куркумы и по пол чайной ложки черного перца и паприки. Добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Перемешиваем и смазываем цыпленка со всех сторон и внутри приготовленным маринадом. Сначала кисточкой. А потом и руками, чтобы как следует смазать маринадом всю поверхность нашего цыпленка. Точно так же обрабатываем 2-го цыпленка и убираем их в сторону минут на 30-40. Цыплят мы подготовили. Теперь самая важная часть – приготовление начинки, которая, собственно, и называется лявянги. Обычно в эту начинку лук кладут сырым. Его пропускают через мясорубку, а потом отжимают лишний сок. Но мы, как всегда, со своей новацией, со своей семейной традицией, мы всегда лук слегка прижаривали. И он становился более сладким, и никакой горечи таким образом не было. Давай начинаем делать начинку. Yes. 2 небольшие луковицы нарезаем на крупные куски. Обжариваем лук на топленом масле до прозрачности. – 200 грамм грецких орехов измельчаем в блендере. В том же блендере пробиваем жареный лук и 200 грамм сушеной сливы до образования однородной массы. Смешиваем все с молотыми орехами. Солим, перчим и перемешиваем. Сначала лопаткой, а потом и рукой, пока начинка не станет однородной и достаточно вязкой, чтобы из нее можно было лепить вот такие вот шарики. Все готово к последнему этапу. Цыплятки промариновались, примерно около часа они полежали. Начинка готова. Пробуем? Обязательно. А вдруг нам чего-то не хватает? Ну-ка. Хорошо. Мне кислоты не хватает. Ну, чуть-чуть. Соль, перец отлично. Все в норме. Чуть-чуть кислинки. Вот, буквально дай мне пол-лимончика, который у нас как раз в запасе будет. Так. Держи, сейчас я тебе. Вот. Сейчас все помешаем. И будем закладывать в курочку. Любишь цыплят.
Пробуй. Теперь как? Ну сейчас отлично. Да. Приступаем. Приступаем. Давай. Берем прямо эту начинку, формируем из нее вот такой вот колбаску, не знаю, что это такое, и закладываем прямо в брюшко. Ну как раз у нас начинки получилось. Но если начинка останется, мы положим ее в пакетик и уберем в морозилку. А потом можем начинить рыбку. Количество начинки зависит от размера ваших цыплят, курицы или рыбы. Тут точно никогда не угадаешь. Так хорошо. Да, вполне. Как Прямо раз. полная курочка. Также заполняем и второго цыпленка. Скрепляем кожицу с помощью зубочистки. Выкладываем на противень, застеленной бумагой для выпечки. Поливаем цыплят маслом. Смазываем как следует. И отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 30-35. Вытаскиваем из духовки. Переворачиваем цыплят и снова отправляем в духовку еще минут на 20-25. Время зависит от вашей духовки и размера цыплят. Следите, чтобы цыплята покрылись поджаристой корочкой, но не подгорели. Подают это блюдо следующим образом. Сначала из разрезанного цыпленка достают начинку и выкладывают в центр блюда. Теперь птицу разрезаем на небольшие кусочки и выкладываем вокруг начинки. Приятного аппетита! Ну что, можем пробовать наше замечательное блюдо. Кульминация. Да. Я себе чуть-чуть возьму вот начинки для вянгии. Я тоже. Это самое вкусное курица. Заметьте, что, конечно, можно приготовить к этой курице гарнир. Чаще всего готовят рис, можно жареную картошку. Но эта начинка сама по себе, она вполне выполняет роль она и есть гарнира. То есть ничего отдельно можно не готовить. Я вот возьму себе крылышко. А ты? Крылышко или ножка? Да. Был такой французский Вот. фильм. Так, ну пробуем. Волшебно. Кислинка чувствуется, как хотели. Отлично. Даже не отличишь, из каких продуктов мы делали Начинка начинку. просто потрясающая по своему вкусу. Она настолько универсальна, что ее можно использовать с любым мясом, с любой птицей, индейка, утка, курица с рыбой. Она придает особый шарм этому мясу, с которым вы это едите. Поэтому, Да. друзья, пробуйте. Настоятельно вам рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока, до новых встреч! Пока!